Видеообзор должен получиться охуенным. С дракой. Всем привет! Вы на канале Vivid Iris, и сегодня мы с вами находимся на горнолыжном курорте Эрджес. Я здесь уже была 3 года назад, поэтому будем сравнивать сцены, что здесь появилось нового. Давайте смотреть. До горы можно добраться на машине, как мы, из Анталии. Дорога занимает от 7 до 8 часов, зависит от погодных обстоятельств. Также, если вы прилетаете за границей, можно добраться до Анкары и с Анкары взять машину в аренду, либо добраться городским транспортом на автобусах. И здесь это очень хорошо распространено. Ну, либо взять в аренду машину, что это гораздо больше маневров для передвижения и больше комфорта. И, кстати, в Анкаре машины все будут на зимней резине, в отличие от машин, которые находятся в аренду, даются, да, в Анталии. В Анталии очень тяжело найти арендную машину, которая будет на зимней резине. Но ехать на летней резине я абсолютно не рекомендую, потому что это очень сильно опасно. Мы вчера видели заторы на дорогах, люди на летней резине не едут, а скользят. Поэтому либо зимняя резина, либо самолет. Также, кстати, из Анталии можно добраться самолетом, но самолеты летают не часто, в какие-то определенные дни. Хочу обратить ваше внимание, что дорога от самого города Кайсери до горнолыжного курорта вот такая 4-полосная, в принципе, вполне комфортная, не загруженная. Сегодня четверг. Я предполагаю, что народу очень мало. А теперь давайте ознакомимся с ценами на... Как холодно! А теперь давайте ознакомимся с ценами на ски-пасы на курорте Эрджес. Один вход для взрослого 90 лет, для ребенка 70, от 0 до 12. Здесь только количество подъемов. Нет дневных, нету для обучающихся. Парковка у горнолыжного курорта. Вот сейчас я нахожусь на пункте, который называется Текир. Здесь за моей спиной вот шлагбаумы 2. Заезд на вот эту парковку, она стоит 120 лир с машиной. Где поле, там еще есть парковка платная. В принципе, но вот когда здесь не загружено, можно парковаться прямо тут. Но мы оставили машину у отеля. И нас возит трансфер, хотя тут дойти 300 метров, тоже очень быстро. Также прямо здесь находится очень много арендных пунктов. Вот за моей Кармен. Далее вдоль находится очень много арендных пунктов. Я зашла уже во многие и сравнила, включая аренду в отеле. Цена одинаковая везде, 500 лир в среднем за комплект лыж и ботинок плюс-минус. В отелях скидка 20% на аренду для своих гостей.
бумажная карта. Ее можно взять в кафе, на кассе или спросить на стойке ресепшена отеля. Такая информация. Здесь полностью о всех склонах, о всех входах, также обо всех арендах, которые находятся Девили Гейт, Текир Гейт, Исарджик Гейт и Хаджилар Гейт. Все отели, которые есть на горе, а также все кафе, которые есть на горе. Я сегодня буду рассказывать вам об Кардан Адам кафе-ресторан на главных воротах Текир Гейт, а также H2 650, который находится на горе между вот этими двумя входами, так скажем. На каждом из входов Девили, Текир, Исарджик и Хаджилар у нас есть парковки, еда, аренда, тренировочные, на Текире, на Хисарджике и на Хаджиларе. Также между всеми этими 4 станциями ходит бесплатный автобус каждые выходные и во время школьных каникул зимой каждый день. То есть полностью там расписание, как они функционируют, во сколько отправляется. Это очень удобная штука. Можно не по верху, как говорится, а по низу пройтись. Также здесь написаны правила поведения на склоне. Самое важное, вот 11 и 12 пункты. Если вы находитесь рядом с тем, кому нужна помощь, вы обязаны помочь. И если вы соучастник, то вы обязательно должны предоставить свои данные. Все трассы и их обозначения, синие, красные и черные. Здесь 16 синих, 18 красных и 6 черных. Хочу заметить, что, например, на Красной Поляне все, что здесь синее, будет зеленым, а все, что здесь черное, будет красным. И на этом горнолыжном курорте все подъемники имеют свое название. Вот, посмотрите, Лифос – это гондольный подъемник на Хаджилар. В общем, все подъемники имеют название. Вот Юриан Банд – это значит у нас это Magic Carpet, дорожка, которая поднимает саночников, либо лыжников начинающих. Со стороны въезда Девили Капы также есть касса, своя парковка, и вот здесь сосредоточены все классные отели. Магна, Редисон, вот это Редисон. Мы жили вот здесь, RGS Hill. Почему они не нарисовали отели на карте, очень интересно. Вот здесь Мегасарай отель. Вот буквально, когда в 2021 году из отелей вот здесь вообще ничего еще не было. Вот если смотреть на карту, город Кайсери будет находиться с этой стороны. То есть мы, когда едем из города, мы заезжаем по вот этой дороге, мы проезжаем своротку на Хаджилар. Хаджилар очень часто закрыт. Ну что, начнем тогда говорить про Текир Капы. Как я уже сказала, что это самые главные ворота. Они, в принципе, практически всегда работают. Хотя в непогоду работают все учебные маленькие вот эти вот дорожки. Ну и, в принципе, Текир основной. То есть там большая, огромная парковка, очень много аренды, прям огромнейший выбор. Ну и вот здесь же всех туристов привозят, которые сюда поднимаются, и за них здесь очередь образовывают. Здесь у нас такая большая, красивая, широкая трасса синяя. С этой дорожки мы можем уехать вниз по голубой на Хисарджик. Точно так же мы можем с этой станции по 13Б спуститься в сторону Девили. За моей спиной находится самый главный вход и подъемник гондольный. Посмотрите, сколько уже народу. Буквально полчаса назад здесь никого не было. Сейчас время 10:30, и народ потихонечку собирается. В принципе, подъемники достаточно вместительные, достаточно быстро двигаются. И народу на трассах пока что немного. Нижняя точка 2209 метров. Также здесь есть правила. Народу заходит. Спасибо. Сегодня достаточно холодно. У меня руки замерзли, нос замерз. -3 показывало в Кайсери. И, кстати, в каждой кабинке есть карта. Качество съемки обалденное. Так лицо хорошо видно. Потому
Потому что все белые и серые на контрасте. Но ветер небольшой, кстати, есть. Я помню как-то в тот раз, когда мы попали в Фаргу и были на этих подъемниках, знаешь, как они скакали тут? Просто вот так. Мы с вами находимся на верхней точке 2436 метров, наверху, где у нас выход из гондольных подъемников. Здесь очень много учащихся и людей, которые сюда просто поднимаются без лыж, которые просто хотят посмотреть, как здесь все устроено. А мы сейчас поедем. Какая огромная очередь! Обалдеть! Время 3 часа, и тут уже такая огромная очередь из людей. И на горе уже дофига народу. По стечению обстоятельств, я, кстати, не думала, что мы воспользуемся этими дорожками вообще. И так сложились обстоятельства, что первое, на чем мы поднимаемся, это магический ковер. Дорожка. Вот. И будем кататься на учебке, потому что все остальное закрыто. Сейчас поднимались, у нас было 10 подъемов, одна карточка на двоих. И как было в 2021 году, лишние карточки, точнее лишние подъемы списываются. То есть на втором подъеме я поняла, что у вас осталось не 6, а 5. И сейчас я проверила, действительно, есть совет, если вы здесь, то доставайте карточку и пикайте ей, и отслеживайте количество оставшихся подъемов. Сегодня еще даже не выходной, а четверг. Зато нет народу около касс. Но есть народ здесь. А? Он точно работает? Да. Мераба. Уроки катания на лыжах, сноуборды. Мы находимся около еще одного подъемника для детей. И хочу сделать важное замечание, что карта, которая к тому ковру поднимающему и к этому, это разные вещи. То есть мы думали, что мы сейчас искатаем здесь, и что здесь народу меньше, но нет. Кстати, катится все санок. Так, прогуляемся, сделаем мои лыжи, валяются. Делаем обзор. Вот здесь, кстати, есть 2 кафешки.
где можно попить кофе, чай. Цена меньше за 10 подъемов 150 лир. Даже по-английски написано. Вот. Вот такая здесь табличка, чего нельзя делать. Tamam. Teşekkür ederim. Саночки. Мне разрешили немножко прокатиться. Придется пешком спускаться. Самое главное, меня пропустили без подъемов. А теперь понятно, почему система разная, почему не работают карточки с того подъемника, потому что этот короче и, соответственно, дешевле. Говорим про Девеликов. Самый главный подъемник Кюльтепе ТСС. Это такой удобный, там, на 6 человек подъемник с крышкой, да, которая защищает от ветра. И раньше он, кстати, был подогреваем. В этот раз я, кстати, не почувствовала, чтобы он подогревался. По 12, да, то есть мы поднимаемся, и у нас здесь два варианта. 15-15. Точнее, 3 варианта, да, ответвления все красные. Вот в этом участке у всех этих трасс тут камни. Ну, сама по себе трасса классная, и вот 15С здесь нужно идти пешком. Далее, вот этот участок даже в прошлый раз очень редко работал. Я не знаю, когда они включат на полную мощность. Вот этот маленький картинг тоже работает. То есть, в принципе, до него можно добраться, когда мы здесь перемещаемся, можно спуститься. Ну, либо сверху, да, то есть тут тоже можно до него добраться. Ну вот, кстати, обратно, ну, видимо, только до Девели. И вот с Девели, вот эта маленькая 15А, мы как раз вот маленький кусочек, кстати, здесь тоже были камни. Мы спускаемся обратно к верхней остановке вот этого подъемника гондольного Кира. She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention. Beautiful soul. Oh, oh, oh,
This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention. Beautiful soul. Переходим к станции Хисарджи-Капы. Здесь тоже очень много всяких разных кафешек. Кстати, здесь загруженность гораздо меньше. Своя большая парковка. Учебный склон. Трасса. Здесь написано учебная трасса. Далее, вот это самая такая фишка, который диван, подъемник, да, диван, и оттоман. Вот здесь самая высокая точка. Вот за наши 5 дней ни разу они не открыли. Буквально недавно я смотрела новости, и они, значит, открыли, ну, как минимум диван открыли. Это очень редко открывают часть. Но в прошлый свой приезд я на ней каталась, и там, в принципе, классно. Здесь у нас помечены все черные, хотя вот я вот помню, раньше мы катались по дивану, здесь были красные, не было здесь черных. В принципе, здесь есть все то же самое, что и везде. Эта станция называется Хисарджик, от нее можно подняться на самую высокую точку горы. Вон там, вот туман. А средняя остановка, это значит у нас диван. Но в данный момент все закрыто. Поэтому мы спустились на разведку, музычка играет, и мы будем подниматься обратно к Тагир-Капы. С помощью подъемника СИР, это уже обычный открытый подъемник, мы можем добраться до верха этой станции, и с помощью этой голубой она достаточно. Кстати, вот здесь маленький кусочек, он красный, и здесь вот все те, кто не умеет кататься, прикуривают, потому что там маленький такой участок, каменистый, узкий, и вот чтобы дальше катиться по такой классной, длинной, синенькой, нужно пройти для них небольшой ад. В принципе, для меня нормик. Вот главный подъемник, но он двигается на диван и оттоман, на самую высокую точку горы. Вот, мы сейчас отправляемся на подъемник, который называется Сырт, в сторону Каджилара, смотреть, что там открыто. Высота 2600. Молодище. Станция Ялчин и Сырт, соединяющая
Таджик за моей спиной, и мы двигаем в сторону Хаджилар-Капы. Мы спускаемся вниз, здесь тоже у нас есть кафешка. 3 года назад этого кафе здесь не было, это что-то новенькое. Ялчин 2460. Туда можно добраться обратно на подъемнике. Далее мы используем подъемник Каракулак. Он идет очень долго, наверное, минут 10. И здесь, как я уже говорила, наверное, что здесь очень тихо и не слышно ветра. Называется подъемник Каракулак. Вот он такой маленький. Поехали. Здесь служба безопасности, сеточка, потому что сразу обрыв. Вот такой вот интересный здесь зигзаг с подъемов и спусков. Мы находимся на верхней точке, где соединяются главные. Вот подъемник гондольный от Хаджиларки, длинный, откуда мы сейчас пришли. Далее здесь у нас табличка RGS. Кстати, сейчас они везде эти таблички с большими буквами. Но чем примечательна именно эта табличка, что здесь вид у нас на гору. Ну и спуск. Вот этот подъемник не работал. И как работал только Лифос, гондоли подъемник. Здесь у нас для учащихся ничего нет. Вот здесь вот есть маленький голубой участок. Но я не знаю, для кого они это сделали, потому что дальше идет очень такая достаточно страшная красная. Если в условиях ветра и там типа гололед, вот здесь очень много людей бьются, и мы были свидетелями, как вывозили нескольких людей, лыжников, ну, оказывали им первую помощь. Хаджилар Капы. Это место пользуется высокой популярностью, потому что здесь можно сделать классные фотки, что мы будем сейчас делать тоже. Буквально вот здесь развилка. Налево мы возвращаемся к воротам Текир-Девели. Направо мы уходим в Хаджилар. Ну что ж, мы поехали. Посмотрите, как красивенько. Вот куда они там все пешкарусом пошли? Это что вообще такое? Продолжаю спуск. Вот верхней точки. Я думаю, что мы будем пробовать. Хотя здесь идет синяя трасса. В целом, вот туда вдали красиво. А вот сумасшедшие турки, выскакивающие, ездить не умеют. Хотя, конечно, я тоже ездить не умею. Мне тоже надо еще учиться. А вот, кстати, за моей спиной написано: да, крыто, это выезд на тот подъемник. Продолжаем двигаться по синей трассе. Она такая вот большим зигзагом идет. Там что-то скоро на кем-то едет с санями. Здесь мы едем по трассе номер 4. То есть из синенькой я, значит, переместилась в красную. И вообще от Хаджилара в основном одни красные. Поэтому если вы кататься не умеете, Хаджилар лучше не спускаться. Камера перпендикулярно горе и достаточно высокий подъем. Вот такой вот. И люди, кто не умеет кататься, идут пешком. Если вы ездите вот так, лучше не приезжайте в горы. И вот они здесь все присели. Палочка. Здесь еще кто-то упал.
внешняя часть этой трассы. Вся в камнях. Так что, ребята, будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности, не езжайте на трассы, на которые вы не можете ездить, потому что это чревато вот такими вот последствиями в виде носилок, больницы, ну или еще хуже. Берегите себя и наслаждайтесь процессом. Осталось 13 подъемов из 50. Мы проходим. Здесь как-то все по-другому. Как выглядит склон? Он достаточно большой. Мы поднялись от Хаджилат на гондоле наверх и сейчас идем в ресторан. То есть здесь же табличка с надписью и сам ресторан. В принципе, на этом можно закончить с объяснением всех участков транспортного дела. Чайная пауза, мы оставили лыжи. О, Ой. какой белый цвет! Почему все бело? Здесь столько народу. И Там всё, оказывается... наверное, дорого, там чай 500 гривен. Нет, это государственное кафе здесь. Здесь должны быть цены оптимальные. Сейчас посмотрим. Что здесь? Потопала. Фу, и курят. Вау, раньше здесь этого не было. Очередь. Меню в этом ресторане есть на 3 языках. Красиво. Teşekkür ederiz. Сейчас я пробовала у Полины горячий шоколад за 120 лир. Он такой вкусный. Если берете курицу, то будет к ней идти картошка. Ну, либо просто картошка отдельно. А сколько это стоит? Стоит 225. 225 лир и 60 лир.
Вот как раз в этой кафешке мы ели 3 года назад. Кстати, обычные стандартные цены, ничего такого критичного. Средняя цена блюда 300 лир. Обязательно я напишу, какие были раньше блюда, потому что здесь все оформлено точно так же, как это было раньше. Стоимость десертов в основном стоит 150, 150, 150, 150, 150. И вот этот тортик 200 лир. Вот, там еще какие-то тортики. Терраса этого ресторана, но здесь все курят, поэтому как бы, ну, не вариант. Мы будем сидеть внутри ресторана, потому что здесь хотя бы не курят люди. Порции, конечно, огромные. За 400 лир получается вот такая порция курицы с рисом. Кстати, первый раз я буду есть нормально. И половина гюзлеме мы взяли на двоих, половина гюзлемешки и чай. 400 лир, 1000 с небольшим рублей. Наверху на самом 2650 метров. Максимально вкусная штука из всего этого. Кстати, рис вкусный, соскучилась, видимо, по крупам. Гюзлеме, я не знаю, как блинчики. Так вкусно. Либо я настолько голодна, я не знаю. Но курица очень много специй в ней. Для проживания мы выбрали отель RGS Hill. Он находится прямо у подножия горы. Вот это здание основное, да, где идет аренда, где продают скипасы, где вход на Текер-гейт. В принципе, для проживания можно выбрать, как мы, любой отель, который находится на горе. Их много сейчас. Сейчас прям реально большой выбор. В 2021 году такого здесь не было, и цены были просто космические. Вот этот отель RGS Hill, в котором мы остановились, он, в принципе, старенький. Но вот с той стороны, ближе к Девиле, очень много новых классных мест за 3 года настроили. Можно также остановиться в самом городе Кайсери. Он находится буквально там в 25 минутах. Дорога хорошая, широкая, 4-полосная. Мы ранее останавливались в поселке Талас. Он максимально близко находится к горнолыжному курорту. Каждому, как говорится, свое, кто что больше любит. Я предпочитаю максимально близко у горы останавливаться, насколько это возможно. Хочу рассказать, где следить актуальную информацию. Вот аккаунт RGS Kayak Merkezi. У них есть группа. Они, кстати, меня сами добавили туда. И здесь вся актуальная информация. Вот сегодня сначала они открыли Девилей, и вот сейчас пришло сообщение о том, что открылись все оставшиеся. Ну, в принципе, каждый день таким образом можно видеть. Они, конечно же, еще дублируют в истории. Все то же самое. Можно также... Да, елки-палки. Можно также смотреть на сайте. Нажимаем, значит, весь. Вот Девили открыты какие закрыты. Текер. Вот смотри, Хисарджи, который открыт. Сейчас много, утром было все закрыто. Хаджилар. Ну, только гондольный. 13, 3, 4, 5, Санки. RGS – один из самых популярных горнолыжных курортов в Турции. Но даже в таком прекрасном месте есть свои нюансы, о которых стоит знать.
На горе, к сожалению, случаются происшествия, и совсем недавно стало известно о трагедии. 2 человека погибли из-за неосторожности и употребления алкоголя. Выпивка – частая причина не только несчастных случаев, но и конфликтов. На курорте иногда происходят драки, а также кражи оборудования. Я сама была свидетелем такого инцидента. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Важно помнить, что отдых должен быть не только ярким, но и безопасным. Ночные катания на горнолыжном курорте Эрджес. Это уникальное событие, которое проходит каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни. Особенно ярким моментом становится спуск с факелами. Факелы зажигаются на верхней станции гондольного подъемника Текир примерно в 7 часов. Участники начинают свое движение с верхней точки трассы номер 13. Это единственная трасса, где проводится ночное катание. Они спускаются вниз с огнем до нижней станции подъемника Текир. Особенность этого мероприятия в том, что принять участие может каждый желающий. Это не только спортивное событие, но и яркое шоу, которое оставляет незабываемые впечатления и делает ночи на Эрджесе по-настоящему волшебными. Сегодня наш последний день на курорте. Я хочу немножко подвести итог этой поездки. Смотрите, то есть мы были четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. В пятницу, субботу, воскресенье, особенно в воскресенье, было очень много народу, были огромные очереди, особенно вот спуск, который справа, Текир, гондольный, он был просто переполнен людьми. Например, в будний день, хотела сказать, народу нет, но он собирается. Вон там идет куча народу, время сколько там, 10-11. И получается, в 9 утра вообще никого нет. То есть мы в числе первых, в 10 уже так нормально. Ну, в общем, как я сказала, выходные перегруз, на неделе спокойней, свободней. Давайте поговорим о минусах. Это, конечно же, погода, которая непредсказуема здесь в горах. На горнолыжном курорте 4 входа. Горнолыжный курорт был полностью закрыт, и мы попали и катались чисто на учебной трассе. Вот, и сегодня работают только первые и вторые ворота, Девили и Текир. И, соответственно, от погоды многое зависит. Самый главный такой вопрос, который я задавала в чатах в Telegram, сколько же нужно подъемов? Никто ответа не дал конкретного, и опять же, это все зависит от погоды. Если бы, например, погода была ясная, то мы бы сейчас оставшиеся наши подъемы искатали бы на Текире очень быстро, то есть за час можно и на 5 раз слетать. Вот, так как погода плохая, то, соответственно, гораздо медленнее и уже, в принципе, кататься неохота. Я взяла для себя с нормальным опытом катания, не профессиональным, но нормальным, 50 спусков, подъемов точнее, и у меня осталось 9. Я купила не 5 дней назад, а 4, ну то есть как бы на 4 полдня, и у меня осталось 9. Для ребенка я взяла 30, то есть она еще на 1 день меньше, в принципе, каталась, и у нее осталось 15 из 30 за 3 дня катания. Но сегодня мы только 1 раз еще пока что скатились. Соответственно, не стоит покупать много. Лучше докупать, если вы не планируете возврат позднее сюда. Какое впечатление оставил курорт, если сравнивать с 2021 годом, когда мы были здесь в последний раз? Все подъемники, гондолы, все то, что было, большая часть не работает, они, видимо, ориентируются на загруженность. В выходные работало больше, но они, конечно, все это оперируют тем, что погода. Мне кажется, что именно из-за дней рабочие или выходные очень много построенных кафешек, которых ранее не было. По ценам, кстати, удивлены. Внизу сделали городскую кафешку, где, в принципе, можно бюджетно поесть. Наверху, вот здесь у Текира, достаточно дорогая кафешка. Но кафе 2650, которое между Кисарджик и Аджелар, очень хорошие, приятные цены, где можно нормально покушать с хорошим видом на город Кайсери. Аренда везде одинаковая, примерно, плюс-минус. Появился сервис на каждой станции, внизу и сверху, такие столики, где много разных отверток, которым можно подкрутить лыжи и сноуборд. Также хочу отметить, что мы попробовали сервис ухода за лыжами и сноубордом. Имеется в виду заточка, парафин, да, натирание, полировка. Здесь цена гораздо выше, чем в городе, например, в Кайсере. И мы исплевались и абсолютно не рекомендуем. Такое ощущение, что это сделали какие-то вот дилетанты. Просто нанес этот воск, и лыжи, не обработанные вообще, от слова совсем. В общем, не рекомендую. И хочу подытожить. Рекомендую я
Да, я рекомендую, несмотря на все эти такие маленькие нюансики, все-таки это, наверное, самое лучшее место в Турции, где можно покататься на лыжах. И так как у нас остались еще подъемы, я обязательно вернусь сюда позднее, потому что сезон только начался. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых выпусков. Пока! Имейте в виду, что здесь никто вам не остановится и не пропустит на пешеходном переходе. Поэтому нужно останавливаться и ждать, когда все проедут.